Вы когда-нибудь находили на улице странные вещи? Не деньги, не телефон, а что-то такое, что сразу хотелось поднять. И одновременно оставить лежать там, где оно было. Я раньше никогда не верил во все эти истории. Думал, ну нашел человек какую-нибудь старую вещь. Совпадение, случайность, ничего больше. Но несколько месяцев назад я сам поднял с земли один странный предмет. И с тех пор очень жалею об этом. До сих пор не понимаю, почему именно я его нашел. И почему он лежал именно там, посреди совершенно пустой улицы. Если бы тогда я просто прошел мимо, возможно, этой истории сейчас бы не существовало. Это произошло в конце ноября. Я возвращался домой после вечерней смены. Работал тогда на складе бытовой техники. Смена закончилась почти в 11 вечера. Пока переоделся. Пока закрыл помещение. Пока дошел до остановки. Последний автобус уже ушел. До дома было чуть больше 3 километров. Я решил пройтись пешком. На улице моросил мелкий дождь. Фонари светили через густой туман. Во дворах почти не было света. Иногда мимо проезжали машины. Но чаще я вообще никого не встречал. Если честно, такие прогулки мне даже нравились. Надеваешь капюшон, включаешь музыку и просто идешь. В голове, наконец, становится тихо. Я уже почти дошел до старого парка, когда заметил, что музыка вдруг исчезла. Не оборвалась, не зависла. Она словно стала очень далекой. Будто кто-то накрыл мои наушники толстым одеялом. Я снял один наушник. Вокруг стояла абсолютная тишина. Ни машин, ни ветра, ни дождя. Хотя несколько секунд назад капли отчетливо стучали по капюшону. Я остановился. И только тогда заметил, что прямо посреди тротуара лежит маленькая деревянная шкатулка. Старая, потертая, с потемневшими металлическими уголками. Она выглядела так, будто пролежала под землей лет 100. Но самое странное было не это. Вся дорожка была мокрой после дождя, а вокруг шкатулки асфальт оставался совершенно сухим. Словно дождь просто не касался этого места. Я медленно подошел ближе и увидел сверху маленькую латунную табличку. На ней было всего 3 слова. «Не открывать ночью». Я несколько секунд просто смотрел на нее. Смешно. В детстве бабушка постоянно говорила: если на дороге лежит чужая вещь, не трогай. Тогда я только смеялся. Думал, очередные деревенские суеверия. И вот сейчас сам стоял перед какой-то странной шкатулкой. Посреди пустой улицы. Под дождем. И почему-то не мог заставить себя уйти. Я даже оглянулся. Может, кто-то потерял ее. Но вокруг никого. Фонари. Туман, пустой парк и абсолютная тишина. Даже странно. Обычно ночью где-нибудь обязательно проедет машина. Или залает собака. Но в тот момент, будто весь город просто исчез. Я осторожно присел. Шкатулка была совсем небольшой. Примерно с ладонь. Тяжелая. Очень тяжелая. Словно внутри лежал не какой-то предмет, а кусок железа. Я провел пальцем по крышке. Дерево было ледяным, настолько холодным, что пальцы сразу онемели. И вдруг мне показалось, что внутри что-то тихо стукнуло. Тук. Я резко убрал руку. Несколько секунд просто смотрел на нее. Наверное, показалось. Я еще раз прислушался. Тишина. Совсем крыша едет. Тихо сказал я сам себе и усмехнулся. Потом все-таки поднял шкатулку. И в эту же секунду где-то совсем рядом снова появились звуки. Сначала ветер, потом шум машин, потом снова закапал дождь. Будто мир только что снова включили. Я даже облегченно выдохнул. Вот идиот. Испугался какой-то коробки. Я сунул ее в рюкзак, надел наушники и пошел дальше. Но не успел сделать и 10 шагов, как почувствовал, что рюкзак стал намного тяжелее. Сначала я решил, что просто устал после смены.
Поправил лямку. Прошел еще немного. Нет, он действительно становился тяжелее. Каждые несколько метров. Будто внутри. То-то. Медленно добавлял вес. Я остановился. Снял рюкзак. Открыл молнию. Внутри лежала только шкатулка. Но теперь она уже не помещалась на дне. Она стояла вертикально. Хотя я прекрасно помнил, что положил ее боком. И крышка была слегка приоткрыта. Совсем чуть-чуть. Не больше сантиметра. Из этой узкой щели медленно выходил холодный белый пар. Я еще несколько секунд стоял, не решаясь прикоснуться к шкатулке. В голове сразу всплыли слова бабушки. Она всегда говорила, что нельзя поднимать с земли чужие вещи, особенно если они лежат там, где им явно не место. Я еще раз посмотрел на крышку. Щель была совсем маленькой, не больше сантиметра. Из нее медленно поднимался холодный белый пар, который сразу растворялся в ночном воздухе. Никакого запаха не было. Ни дыма, ни сырости. Только странный холод, который ощущался даже на расстоянии. Несколько секунд я просто стоял, не понимая, что делать дальше. Самым разумным было оставить шкатулку там, где я ее нашел. Но вместо этого я снова застегнул рюкзак. Сейчас, вспоминая тот вечер, я постоянно задаю себе один и тот же вопрос. Почему? Почему я просто не бросил ее на землю? Ответа у меня до сих пор нет. Наверное, обычное человеческое любопытство иногда оказывается сильнее здравого смысла. Я закинул рюкзак на плечо и быстрым шагом направился домой. Минут через 5 телефон снова завибрировал. На этот раз звонил мой друг Артем. «Ну что, дошел уже?» Сразу спросил он. «Почти. Минут 10 осталось. У тебя голос какой-то странный. Все нормально». Я невольно посмотрел на рюкзак. «Наверное. Просто устал. Ладно, завтра созвонимся. Я как раз хотел». И вдруг связь оборвалась. Не было привычного сигнала. Не было помех. Разговор просто исчез. Будто кто-то нажал кнопку выключения. Я остановился и посмотрел на экран. Связь была. Интернет работал. Но через секунду телефон снова завибрировал. Я подумал, что Артем перезванивает. Однако номер оказался незнакомым. Почему-то я сразу ответил. В трубке никто не говорил. Слышалось только тяжелое дыхание. Очень медленное. Очень глубокое. Будто человек специально дышал прямо в микрофон. «Алло, тишина. Кто это?» Несколько секунд ничего не происходило. А потом очень тихий голос произнес всего одну фразу. «Ты уже открыл ее». Связь мгновенно оборвалась. Я еще долго смотрел на экран телефона. Номер был скрыт. Перезвонить было невозможно. По спине пробежал неприятный холодок. Я попытался убедить себя, что это чья-то глупая шутка. Может быть, друзья решили разыграть меня. Хотя о существовании этой шкатулки не знал вообще никто. Я ускорил шаг. До моего дома оставалось совсем немного. Во дворе горели фонари, возле подъезда стояла знакомая машина соседа, а у входа курил пожилой мужчина с 3-го этажа. Увидев людей, я наконец почувствовал облегчение. Все происходившее на улице вдруг стало казаться нелепым совпадением. Я поднялся на свой этаж, открыл дверь квартиры и первым делом бросил рюкзак на пол в прихожей. В квартире было тепло и спокойно. Работал холодильник. На кухне тихо тикали настенные часы. Из окна доносился шум проезжающих машин. Обычная домашняя обстановка быстро вернула чувство безопасности. Я даже усмехнулся над самим собой. Взрослый человек. Испугался какой-то старой коробки. Я поставил чайник, переоделся и включил телевизор. Пока закипала вода, взгляд снова упал на рюкзак. Я сам не заметил, как подошел к нему. Шкатулка лежала внутри точно так же, как раньше. Только теперь латунная табличка выглядела иначе. Я был уверен, что на улице на ней было написано «Не открывать ночью». Но сейчас на старом металле отчетливо читались совсем другие слова. «Ты все равно откроешь». Я несколько раз перечитал надпись. Потом еще раз. Может быть, мне действительно показалось. Я взял шкатулку в руки и поднес ближе к свету. Нет, сомнений не было.
Несколько минут назад на табличке было написано «Не открывать ночью». Теперь же на ней отчетливо читалось совсем другое. «Ты все равно откроешь». Я провел пальцем по буквам. Они не были нарисованы краской, не были выгравированы. Словно эти слова всегда находились на металле. А раньше я просто видел совсем другую надпись. В тот момент я впервые почувствовал настоящий страх. Не испуг, не тревогу. Именно страх. Такой, который появляется где-то глубоко внутри и не дает нормально дышать. Я положил шкатулку обратно в рюкзак. Застегнул молнию. И решил, что утром первым делом выброшу ее. Желательно где-нибудь подальше от дома. Этой ночью я больше не хотел к ней прикасаться. Я заварил чай. Включил фильм. Пытался отвлечься. Но каждые несколько минут взгляд сам возвращался к рюкзаку. Казалось, он едва заметно двигался. Я несколько раз моргал. Подходил ближе. Нет, обычный рюкзак. Наверное, просто игра света. Фильм закончился. Часы показывали 1:30 ночи. Я выключил телевизор и уже собирался идти спать, как вдруг на кухне что-то громко упало. Такой звук бывает, когда на пол падает тяжелая кастрюля. Я резко вскочил. Сердце сразу забилось чаще. На кухне было темно. Только свет из коридора освещал дверной проем. Я осторожно вошел внутрь. На полу ничего не лежало. Все кружки были на месте. Тарелки тоже. Даже ложки не сдвинулись. Я еще раз осмотрел кухню. Тишина. Все, пора отдыхать. Иначе сам себя доведу. Я уже развернулся к выходу. И вдруг услышал тихий скрип. Он доносился из прихожей. Очень медленный. Будто кто-то осторожно открывал деревянную крышку. Я застыл. Скрип повторился. На этот раз длиннее. Я медленно выглянул из кухни. Рюкзак лежал там же. Но молния была полностью расстегнута. Хотя несколько минут назад я точно ее закрыл. Я подошел ближе. Очень медленно. Внутри лежала шкатулка. Ее крышка действительно была открыта. Совсем немного. Из щели все так же поднимался белый холодный пар. Но теперь появилось кое-что еще. Очень тихий звук. Будто кто-то внутри перелистывал страницы старой книги. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, ша-ша-ша. Я не выдержал. Схватил шкатулку обеими руками. Захлопнул крышку. Звук не исчез. Он продолжал раздаваться. Но уже не из шкатулки, а из шкафа в прихожей. Я медленно повернул голову. Дверца шкафа была закрыта. За ней никого не могло быть. Я прекрасно это понимал. И все же шуршание продолжалось. Словно кто-то стоял внутри и очень медленно перебирал старые бумажные фотографии. Потом все стихло. Наступила такая тишина, что я услышал собственное дыхание. Я простоял так еще около минуты. А затем раздался первый удар. Не по двери, не по стене. Изнутри шкафа. Глухий, тяжелый. Тук. Через несколько секунд. Еще один. Тук. Я медленно сделал шаг назад. И в этот момент телефон, лежавший на тумбочке, сам включился. Экран загорелся. Камера открылась без моего участия. На экране была прихожая. Та самая, в которой я стоял. Но в объективе шкафа уже не было. На его месте стоял высокий человек в длинном черном пальто. Он не двигался, просто смотрел прямо в камеру. А потом очень медленно поднял руку. И постучал. Не по двери шкафа. По экрану моего телефона. Я выронил телефон. Он с глухим ударом упал на пол экраном вниз. В квартире снова стало тихо. Настолько тихо, что я несколько секунд просто стоял, боясь даже пошевелиться. Сердце колотилось так сильно, что казалось, его слышно во всем подъезде. Я медленно наклонился, поднял телефон и посмотрел на экран. Камера все еще была включена. Шкаф снова оказался на своем месте. Никакого человека. Никакого силуэта. Ничего. Я нервно усмехнулся. Все. Хватит. Наверное. Я просто переутомился. Я выключил телефон, сунул его в карман и решил, что сейчас же вынесу эту проклятую шкатулку на улицу. Плевать, что ночь. Плевать, что дождь.
Пусть лучше она лежит на помойке, чем у меня дома. Я снова открыл рюкзак. Шкатулка лежала внутри. Но теперь она выглядела совсем иначе. Дерево стало темнее, будто его только что достали из воды. По крышке медленно стекали черные капли. Я осторожно коснулся одной из них. Палец остался совершенно сухим. Капли будто существовали только до тех пор, пока я на них смотрел. Я быстро завернул шкатулку в старое полотенце, положил в пакет и вышел из квартиры. На лестничной площадке горел тусклый желтый свет. Все выглядело совершенно обычно. Из соседней квартиры доносился звук телевизора. Где-то сверху плакал ребенок. Эти привычные звуки немного успокоили меня. Я уже начал думать, что действительно слишком себя накрутил. Лифт приехал почти сразу. Я вошел внутрь и нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись. Лифт тронулся. Проехал один этаж. Второй. Третий. И вдруг остановился. Свет несколько раз мигнул. Кабина дернулась. Потом снова поехала. Я посмотрел на табло. Вместо цифры 1 на нем загорелась надпись, которой раньше точно не было. Я нахмурился. В нашем доме никогда не было подземного этажа. Лифт продолжал опускаться. Я несколько раз нажал кнопку открытия дверей. Ничего не произошло. Попробовал нажать кнопку вызова диспетчера. Тишина. Даже привычного сигнала не было. Кабина медленно продолжала ехать вниз. Через несколько секунд движение прекратилось. Раздался тихий звонок. Двери начали открываться. За ними не было ни холла, ни парковки, ни технического помещения. Передо мной тянулся длинный бетонный коридор. Сырой, темный, освещенный единственной мигающей лампой. На полу виднелись мокрые следы. Будто совсем недавно здесь кто-то прошел босиком. Я смотрел на этот коридор и понимал, что его просто не может существовать. Наш дом построили еще в 90-х. Я прожил здесь почти 5 лет. Никакого подземного уровня здесь никогда не было. И именно в этот момент пакет в моей руке вдруг стал легким. Слишком легким. Я медленно опустил взгляд. Полотенце осталось. Пакет остался. Но шкатулки внутри больше не было. Сзади, из глубины бетонного коридора, послышался знакомый деревянный скрип. Точно такой же, как будто кто-то очень медленно открывал ее крышку. А затем раздался спокойный мужской голос. «Ты все-таки принес ее домой». Я не знаю, сколько простоял перед открытыми дверями лифта. Может быть, несколько секунд. А может, несколько минут. Я не стал выяснять, кто говорил. Развернулся и со всей силы ударил по кнопке закрытия дверей. К моему удивлению, они сразу начали закрываться. В тот самый момент я успел заметить движение в глубине коридора. Кто-то медленно выходил из темноты. Очень высокий, в длинном черном пальто. Он не спешил, будто прекрасно знал, что я все равно никуда не денусь. Двери закрылись. Лифт резко дернулся вверх. Через несколько секунд кабина остановилась. Когда двери снова открылись, передо мной был обычный первый этаж. Светлая лестничная площадка. Почтовые ящики. Консьержка разговаривала с кем-то по телефону. Словно ничего не произошло. Я выбежал на улицу. Остановил первое попавшееся такси. И в ту же ночь уехал к родителям. Через несколько дней я вернулся в квартиру. Все вещи были на своих местах. Никакой шкатулки. Будто ее никогда не существовало. Прошло уже больше года. Я сменил квартиру. Сменил работу. Даже переехал в другой город. И все это время убеждал себя, что той ночью просто сошел с ума. Но неделю назад, возвращаясь домой после работы, я заметил маленького мальчика. Ему было лет 10. Он стоял посреди тротуара и с любопытством смотрел себе под ноги. Я проследил за его взглядом. На мокром асфальте лежала знакомая деревянная шкатулка. Та самая, с потемневшими металлическими уголками. Я закричал: «Не трогай ее!» Но было уже поздно. Мальчик поднял ее, улыбнулся, сдул с крышки пыль и медленно прочитал вслух: «Не открывать ночью». Он посмотрел по сторонам.
будто искал хозяина. А потом положил ее в свой рюкзак и спокойно пошел домой. Я так и не смог заставить себя окликнуть его еще раз, потому что в этот момент понял одну вещь. Эта шкатулка никогда не выбирает случайного человека. Она всегда находит следующего сама.